Всем привет! Первый день лета, а я все еще весенние дела доделываю. Не знаю, это в деревнях так принято или только у меня получается. Не успел еще одно дело закончить, а уже два новых появляется, да еще и не терпящих отлагательств. Вот эти дни и старался пододелывать такие дела, которые раньше собрались. Ну и чтобы их комом не собиралось и стало поменьше. Ну или, как нынче принято модно выражаться, закрывал гештальты. Да и еще и форс-мажор был возник. По семейным обстоятельствам уезжал из деревни на 3 дня. Только позавчера вернулся. Ну а все это время на хозяйстве шада оставалось. Деда просить не стал. Возможно, бы ему и тяжело было. Все же отвык за полгода, пока у дочери был. Да и уезжал я не так и надолго. Ну, только что за шада переживал. Она больше, чем на полдня одна не оставалась. Наложил ей в сенях еды, но мало ли она там своих корешей собрала, фиесту устроила и все за раз съела, а потом голодала. По крайней мере, как только я приехал, услышала ров машины и выбежала встречать меня. Ну а за кроликов я и вообще не переживал. Наложил им целые кормушки травы перед отъездом, целые бункера понасыпала зерна с комбикормом, ну и бадью воды под непильных поветах. Хотя воду они и вообще сейчас практически не пьют, когда траву едят. В итоге, когда приехал, еще осталось им на пару дней, так что тут можно было быть спокойным. А до отъезда ничего не снимал, делал мелкие дела и хотелось побольше успеть сделать. Он только с машиной полдня провозился. Если помните, осенью, когда пикапа из грязи вытаскивал, у меня где-то было провода закоротило, загорелись, и пришлось свет обрезать. Ну, так как я им не пользовался практически, езжу в дневное время, да и холодно было, и проводов не было, да и купить их негде. Объездил все магазины, метражами нигде не продаются. Хорошо, что с продавцом был, разговорился, так он как раз там машину какую-то разбирал, а дал мне связку. В итоге полдня с тестером под ней просидел. И знаете, где проблема была? Под низом датчик на стоп-сигнал закоротило, и в итоге было подвязано со светом. Но зато сейчас уже сделал все. Да и погода постоянно вносит свои коррективы. Только начнешь чем-нибудь заниматься, а тут мать тебя закапала. И нужно бежать заниматься другими делами. Сенокос еще не начинал, еще рановато, может быть через недельку. Нужно подождать, пока одуванчик отцветет и дудки спадут. Так немного, только во дворе обкосил перед отъездом и высохло, пока меня не было. Ну и по приезду уже этот участок. Здесь одуванчиков не было, в основном пырей, так был довольно такой высокий и начал его уже стелить, будет потом неудобно. Хотя нужно уже понемногу начинать. А то одному предстоит овладеть довольно-таки большие объемы. Да и с погодой еще непонятно, что будет. Вон, как сейчас. Передают каждый день дожди, а прилетит такая вот тучка. Немного покапает и по дождю. Уже давно его не было, начинает все сохнуть. Сено вообще и не намочило, можно было и не сгребать. Это я так, на ночь.
А то утром роса большая, обеет ее только к обеду и не хочет сохнуть. Был сегодня в городе на рынке, так когда возвращался обратно, такой хороший дождь полил. Думала, отлично, приеду, поливаться не нужно будет. Ага, размечтался. Приехал, здесь его вообще и не было. Ну, надеюсь, что к сенокосу погода еще нормально восстановится. И не нужно будет с граблями перед тучами бегать. Ну, до него еще тогда дожить нужно. А сейчас идти продолжать закрывать гештальты. Я же огороды еще не посадил до конца. Большую часть огорода я посеял еще неделю назад, до отъезда, когда снял последний ролик. Ну а здесь еще где-то 0,6 сотки осталось освоить. Ну а за это время дожди вообще не шли. Да и когда отсутствовал, не поливалось, так и расти ничего не хочет. Ну сейчас добью это и начну каждый день бегать с поливачкой, так может быть хоть что-то изменится. Сейчас посмотрим. Первую ловушечку добрался. Поставил я недалеко, а вторую ловушку. Сейчас посмотрим вторую ловушку. Она не так и далеко от этой, что на сосне. А и ставила я ее не намного высоко. Здесь такая полянка, вот думаю, хорошие здесь сенокосы. Трава уже по пояс. Можно будет скоро приезжать, только что здесь не кошено ни разу не было. Ну вот и смотрите, пчелки летают. Где-то, значит, живут недалеко. Прилетают пособирать. Ну ничего, пусто. Все же, наверное, им не нравилось место. А и сама ловушка новая все же. Тишина. Ладно, я-то на них особо и не надеялся. Но еще 4 ловушки на осмотр. Может, что-то да и есть. Ой, ее как-то ветром скинуло, наверное. Криво как-то она висит. Но никого не видать. Никто не шумит, не летает. Я на них-то особо и не рассчитывал, на эти бочки. С их химическим запахом вряд ли кто-то заселится. Пусто. Ну вот, а на эту ловушку я больше возлагал надежды, потому что она уже была обжита, в ней как-то и жили. А по факту никого. Хотя я ее поставил на яблоню, небольшую, но скорее всего минус из-за
Недалеко линия передач идет. Но я рассчитывал на то, что они будут лететь, упрутся в эту линию и полетят вдоль нее. А здесь домик такой подготовленный. Это. Смотрите, какая земляничка. С размером с клубнику. Может быть, это и клубника в лесу. Шампиньоны или нет? А, нет, морковка. Я уже подумал, шампиньоны растут. Так бы можно было грибочков уже пожарить. Что-то она не выдержала, упала, одна из них. Как-то получилось нехорошо. А, и в ней живет кто-то. Скорее всего, слишком много их перевесило на одну сторону. Да, надо. Попробую залезть. А я на эти бочки не надеялся. А тут на тебя. Надо будет приезжать забирать. Ну вот, так, наверное, будет немного поудобнее. Пусть еще посидят. А завтра утром приеду, заберу. О, утром, вечером приеду, заберу. О, пришел к последней ловушке. Вот здесь вообще бочка. И без рамок я ставил. Та, которая была чуть меньше, в нее вообще не влазили. Но смотрите, какой здесь травостой. Реально мне уже по пояс. А это и по грудь. Сюда бы приехать на сенокос было бы неплохо. Только что далековато. И водиться там через речку, переезжать через канал, наверное, не перейдешь без каких-то потерь. Так, а на какой-то из лип, здесь большие и много лип, на какую-то я засунул. По идее, здесь было бы неплохо и пару уликов оставить. Сейчас уже липа начинает цвести. И можно было бы собрать много липового меда. О, я уже и забыл, куда я ее спрятал. Хорошо постарался. А может, она ноги сделала. А, вот она. Вот. Ну, пчел, походу, нету, только разведка. Одна вон какая-то пчела лазит. Сейчас поднимусь повыше, посмотрю. Ну да, никого. Было здесь две пчелки. Разведчицы на меня увидели. Улетели. О, кто-то есть. Ну ладно, не будем их беспокоить. Приедем попозже, посмотрим. Ну вот и дождик пошел. Будет радуга. Отлично, сейчас все польет, что посадил. Радуги все-таки не было. Да и дождь не так уже и долго пролил. Так слегка, как с поливачки. А не мешало бы, чтобы хорошенько всю ночь полил, землю хорошенько пропитал.
а то он уже местами и трава начинает выгорать. Ну, хоть сегодня не нужно будет с поливачками бегать. Как раз до дождя практически успел весь огород высадить. Оставалось только 2 борозенки, как начало греметь. Ну и бросил, побежал еще раз сено в копну складывать. Тоже практически высохло. Еще полдня, если не намокнет, под дождь не попадет, то можно будет и по ветку сносить. Ну а здесь капусту, которую вечером вчера высаживал, затенил веточками, а то она как-то быстро начала увядать под этим палящим солнцем. Ну, дождем ее немного промочило, может быть еще и подымется. Ну а в конце, так как земля еще оставалась, посадил немного тыков и высадил еще кормовую свеклу. Теперь уже этот огород посажен, осталось только дожидаться всходов, поливать, а ну еще и потом полоть. Эти градки освоил, на теплых градках тоже высадил все, что хотел. Но с посевами в этом году еще не все закончено. Появился еще один участок, который нужно освоить. Да и на эти земли у меня совсем другие планы. На этом участке в начале мая я посеял горчицу. Аж 2 раза, так как сразу с семенами неправильно рассчитал. Но это было так, временное решение, чтобы земля не пустовала, сорняки не росли, так как основная культура планировалась сеяться только через месяц, в конце мая, начале июня, но вот прямо сейчас. Я так прикинул, что каждое утро на завтрак я ем гречку, и мне на год нужно аж 40 килограмм практически. Так решил попробовать посеять свою, ну и заодно и пчелкам будет где мед пособирать. Горчица тоже хороший медонос, а еще и сидират лечит землю. Вот и зафрезерую ее, будет дополнительное биологическое удобрение для моей гречки. Было бы, конечно, неплохо еще недельку подождать, она как раз цвести собирается, и мед с нее собрать. Но боюсь, что потом гречка не успеет созреть, и получится, как в том выражении, за 2 зайцами погонишься. Ну, полосочку все же оставлю, чтобы посмотреть, как начнет цвести и как будут пчелы на нее летать. Да и заодно собрать семена к следующему году. Ну вот, совсем другое дело. Хороший дождик прошел. Вечером как линуло, где-то час шел, ночью не знаю, а утром еще часа 2, но чуть поменьше. Пролил хорошо, все начнет расти нормально. Ходил капустку, смотрел, так вроде бы прижилась, но загадывать пока еще рано, позже будет видно. А после такого полива должно все начать прорастать. Вообще повезло с дождем. Все посадки полил, да и землю хорошо увлажнил перед посевом. Было бы неплохо подсевку высевать, чтобы норму высева нормально выставить. А то посмотрел, горчица вроде бы загусто посажена. Там в конце, где было неудобрено, так и вообще небольшая выросла. Ходил еще на поле, смотрел, там где у меня ячмень с овсом посеяны. Так тоже кажется, что густо. Если лето будет засушливым и мало влаги, то скорее всего урожая не получу. Но сейчас нет времени с сеялкой водиться. Работы много, да и погода сильно переменчивая. Посажу как есть, на глаз, а там осенью уже буду смотреть, что получится, анализировать, ну и на следующий год исправлять свои ошибки.
Ну вот, гречка и посеяна. 2 раза профрезеровал, неглубоко, так сантиметров 10-12, разбросал дедовским методом, ну а потом еще раз сантиметров 5-6 должно хватить. Было бы неплохо еще укатать это все, чтобы влага не испаралась, но я думаю, за меня это дождь сделает. На сегодня на весь день передавали, поэтому и сено не раскидывало, так лежит в копне, накрытая пленком. Завтра вроде бы будет целый день погода, будет досушивать. А сегодня бы успеть еще досеять все. Вроде немного прояснилось, попробую все же сегодня закончить с посадками. Ну, то, что пасмурно, может быть и хорошо, пчелы дома сидят, и сильно я им тут мешать не буду. Хотя, с другой стороны, из-за дождя не сходил и рой не забрал, сидит в ловушке. Ну, может быть и ничего страшного, посидит день-другой лишний. Если матка была молодая, еще не облеталась, то, может быть, начнет червить, и вероятность, что пчелы слетят, уже будет не такая большая. Те 3 роя, которые я пересаживал в оранжевый улей, собрались и улетели. Пришел утром, смотрю, никто не летает. Открыл, а там только одна пчела сидит. И то ее, скорее всего, не взяли из-за того, что она только вылупилась. Не знаю, им не понравилось, скорее всего, то, что рамок не было, а голая вощина. Потому что матка была молодая, еще не облеталась, не червила и не стимулировала их на то, чтобы они соты строили. А как раз стояла хорошая погода, был хороший медосбор, а им нечем и заняться было. Вот они собрались и свалили. Да и то, скорее всего, вот в этот старый соседский улей, так как там пчелы появились после того, как моих не стало. Может быть, я и сделал ошибку, что посадил 3 роя в один улей. И только у одной семьи был хорошо развит ген бродяги, и не все бы улетели. Да и то, что еще поставил рамку с расплодом, уже запечатывал. Если бы он был помоложе, пчелы посидели бы в улье подольше, может быть, за это время матка успела облетаться и начать червить, так бы и остались. Но не будем о грустном. Опыт прожит, выводы сделаны, ну а сейчас идти работать, пока дождь не начался. Появился у меня еще один участок. Дед Митя сказал, что не будет в этом году сажать, ему тяжело, да и родным далеко ехать ему помогать. Так он разрешил мне его осваивать. Здесь площадь небольшая, решил посеять на ней фацелии. Меда-то много не соберу, но будет зато для пчелок под носом, для развития, когда вот такая вот пасмурная погода. Летать-то недалеко, ну а осенью соберу семена свои, и на следующий год уже можно будет больше площади засеивать. Наматывает траву, уже подсохла, не хочет переливать ее. Да и довольно такая она длинная. Нужно сгребать, а то не дам рады.
Вот и все. Фацелия посажена, и в этом сезоне посевная закончена. Закрывал граблями, так как семена очень мелкие, и нужно их не глубоко, а фреза на минимальную глубину это 5 сантиметров. А так как я свежо профрезеровал, то скорее всего бы колеса просаживались и еще глубже получилось. Ну, надеюсь, обойдет, но скорее всего неравномерно и сорняка будет много. А как землю нужно было бы заранее подготовить, там с интервалом через 2 недели профрезеровать несколько раз, чтобы сорняки большую часть вывернуло на поверхности, высохли. Ну, будет что будет. Семенами опять не рассчитал. Вначале сыпал от души погуще, а под конец смотрю, что заканчивается, так стало реже. Они очень мелкие, рекомендуют их смешивать с песком сухим. Да, где его взять? Практически целый день дождь шел. Но я вышел из положения. Заменил его опилками, у меня в столярке их много. Делал в ведре послойно. Насыпал слой опилок, потом слой семян, слой опилок, слой семян. Получился такой большой пирог. Ну а перемешивать не стал, они перемешались, когда бросал. Ну а фрезой я очень доволен, она хорошо себя показала. По идее, плуг можно было и не брать, только ей одной обходиться. Ну, в этом сезоне она уже все отработала. Надо ее чистить, снимать, консервировать и готовить мотоблок к сенокосу.